Это рассказ о женщине и ее сыне, живом и мертвом. Мертвым, потому что таким он значится в военных сводках. Живом, потому что у него есть мать и невеста, и они ждут его. А живом, потому что живы и будут жить миллионы его сверстников, таких же большеглазых, вихрастых, жадных до жизни подвигов. И еще потому живом, что до сих пор вздрагивают сердца матерей, когда на улице раздается детский крик: «Солдат идет!» Секретарь! Секретарь! Что? Вот правленческую лошадь хотела запрягать, а я не дал. Как запрягать? Так, мне в район надо. Полсотни лет из аула не выглядывал и сразу в район. А ты хоть объяснил ей, что конь с норовом женщин не терпит? Ну да, я говорил. Что? Смотрите, не терпит начальство, будет ругаться. Какое начальство? Сам глухой. Что? Начальство. У меня сын там в военкомате. А у меня на фронте. Вон. Если бы ты научилась вовремя читать, ты поняла бы, как нужны фронту лошади. Такие скакуны, как этот, в обозе и то помеха. Что? А то расселся тут, сидит, как мышь, бумагой шуршит. Как ты со мной разговариваешь? Я мужчина или кто тебе, а? Мужчина, маленький. Что? Шинель-то откуда? Отцова. Отец где? Басмачи, 25-м. Значит, в гражданскую. Угу. Ну, а теперь не гражданская, теперь отечественная. Посмотрите. Что? Шинель, как мне? Ну что, Шинель? Ничего сидит, Шинель? Ну вот, значит, пришло время мне вместо отца. Да ты знаешь, что тебе и мне за это мать сделает, а? Не такая она отсталая женщина, не думайте. Ну хорошо, иди. Придешь через год. Товарищ военный комиссар. Иди. Здравствуй, начальник. Здравствуйте. Идем, Асан. Товарищ военный комиссар. Ну что тебе, товарищ военный комиссар, а? Тебе только 17. А там, может, и война-то кончится. Идем, идем. И нечего тебе тут отрывать начальника отдела. Все равно он тебя не возьмет. Закона у него такого нет. Понимаешь ты, закона нет. Что, начальник, мерзнете? Полынь надо пить. Ну, иди, сынок. Ну, иди, тебе говорят. Товарищ военный комиссар, я вам все сказал. Не возьмете? Сам убегу. Скажи моему, что в шерстяные носки носил, я их там 3 пары положила. Где же это там? Как ты ж на... Сынок, останься. Сыночек, ты зря не герой. Душец, оно ты моего доброе. Да что ж делаешь? Вставай, когда-то. Не уходи. Мы ему покажем, что мы Ой, рассказывай, мальчик. Здравствуй, девушка. Асанчик, смотри, я в Декире ему напишу. Тихо, двух зада сводит. Пиши. Обязательно.
Нельзя, мам. Ты один у меня на всем свете. И ты будешь дома еще год, целый год. Сынок, ведь тебе еще только 17. Не могу, мама. Пишу. Асан, пиши нам. Обязательно пиши. До свидания, Гел. Эшелон идет! Куда идет? Жив, слава Аллаху. Эй, соседка. А я думаю, дай зайду. Целую неделю тебя не видно. Что с тобой? От сына письмо получила? А я получила. Пишет, чуть было осколком его не убила. Около самого уха пролетел. Куда ты? На тебе лица нет. В район, на почту. Всегда так. Шулпан. Ну? Жубанов. Лошадь ты, конечно, возьми. Скажи спасибо председателю. Ни за что не дал бы. Ну, зачем ты поедешь на почту? Эй, старая, не очень кнутом, а то унесет черти куда. Придет письмо, Шелпан как на крыльях прилетит с ним. А вообще, Асан правильно поступил, раз такое время. Мужчина. Да какой он мужчина, ему только 17. Орел, еще будучи голым птенцом, имеет повадку орла. Ну, давай. Не гони, а то полдороги не дотянет. Жубановых. Ну, я поехала. Подожди. Там Шелпан идет. Не могу я больше. Не могу я носить похоронные, не могу. Не могу. Все кричат, зачем пришла? Опять пришла, кого хранить пришла? Не могу. Третий уж отказывается.
Ну что, молодая она, трудно ей. Молодость и смерть всегда враги. Куда это она? Доченька, поди сюда. Ты читать умеешь? Умею. Прочитай-ка. Кому это письмо? Осенниковой надежде. А, это у которой дом с петушками. Ну-ка, нарисуй птичку. Ой. А это кому? Алимбековой Зейнеп. Алимбековой. Нарисуй 2 головки. Алимбекова Зейнеп. У нее 2 сыночка-близнеца. Да. Ну вот. Спасибо большое, доченька. Цып-цып-цып-цып-цып-цып. Ну, опа. Пришлось бы тебе полаять, пока они на нем не высохли. Ну, идем, идем-ка. Иду мимо дома. Слышу, что плачет. Ну и правильно сделал. А может, это будущий председатель растет. Долго ждать. Трудно мне, мать. Старому верблюду все плети, пока он идет впереди каравана. Какой я вожак.
Какой председатель? А ты зачем? Похоронная. Ну-ка, вот, поиграй-ка. Мы воевали. Сыновья. Неужели этим придется тоже? Что ты? Что ты? Тогда зачем сыновья наши там, если она не последняя? У тебя двое на фронте, мой единственный. А я уж не знаю, сколько их там. Здравствуйте. Ой, что это? Ну, вот идем мимо дома, слышим, ребенок плачет. Вот мы и зашли, а хозяйки-то нету. Ну, гостями будете. А сноха опять уехала в район. Плакала, плакала, а потом и говорит: нет, мама, не могу. Поеду, узнаю, что с ним. А что узнавать? Что ехать? Я и так все знаю. Скоро сын приедет с орденом. Скоро папка приедет с орденом, да? Ты что, такое известие получила? А что мне ваше известие? Сон я видела. Бобы бросала. 4 раза падала дорога домой. И прибыль. А на войне прибыль одна. Орден. Обязательно на этой неделе он приедет домой. А ты что, пришла? Нет, нет, ничего. Я так, просто с ним. А, ты за шалтан у нас? Ну и правильно. А то и извелась девчонка. Куда ей таскать такую тяжесть? Все смерти и смерти. Ну, ладно. Значит, снохи дома нет. Так. А ты сегодня на поле не выходи. Завтра уж как. Ну, ладно. Пошли.
Ты не уходи. Иди сюда. Садись. Сегодня первый день. Начались занятия. На целый месяц отстали. Одни девочки в классе. Да. А когда ты школу закончишь, к отцу на пастбище уедешь? Ну а как тебе живется у дяди Серки? Он уезжает в город со всей семьей, а я одна остаюсь. И я одна. Садись поближе. Правление надо отнести. Это кому? Прочитай. Юсуповой Марьям. Юсуповой Марьям? Так. Нарисуй месяц. Здравствуй, мать. День добрый. Ну, как дела почтарские? Да ничего, управляюсь. Ну и ладно. Председатель идет. Сколько нынче отправили? Ну вот, подвод 20, не больше. Маловато. Центнеров 60. Рук не хватает. Отстаем. А где мама? Мама пошла кормить сестренку. А я принесла письмо от отца с фронта. Давайте, апа. Давайте, апа. А ты читать-то умеешь? Я уже писать умею. Идем. Садись. Как пишется «А»? А? Ту, мы ее первую проходили. Пожалуйста. А. А из каких букв Асан? А, С, Ан. Как пишется «сы»? Не Сы, а С. Вот. Какая простая буква. Красивая, как полумесяц. А как пишется «ны»? Опять ны. Не ны, а эн. Эн. Молодец. Ну, тогда... А вот, держитесь. Ура! От папы, от папы!
А ты моего-то там не видел? Нет, не пришлось. Да что, да ведь вместе призывались-то. Когда война началась, мы в разные части попали. Это не так надо делать. Всех из одного села надо в одном месте держать. Папы болтать, здоровый черт, ты чего был? Силен немец-то, солдат. Машина! Говорят, у него самолетов много. Не так у него много, как у нас мало. Счастливый наш председатель сынка увидит. Один солдат пришел всему селу радость. Солдат председатель, как увидел, что Костыль увидел. Что Костыль, по мне, ты бы какой вернулся, от радости запел. Ну разве как возмужал-то Абдикерий? А, возмужал, там возмужаешь, что? Садитесь, а спасибо. Здравствуйте. Шалбан, ну вижу. Шалбан, иди сюда. Ты что, на ферме задержался? Дядя Абдикерим, у вас орден есть? Какое твое дело? Не успел я отличиться. Так, вот дела.
же только в четверг. Ой, ну, не могу прям. Шалпан, тебя можно поздравить с новосельем? Ну, конечно. А почему ты перешла к Бекмуратовым? Мой дядя на завод вернулся, а дом эвакуированным отдал. Шалпан, переходи к нам, у нас дом совсем пустой. Ну да, ей и там неплохо живется. На всех стенах фотографии, а саду с утра до вечера можно любоваться. А Абдикерима что говорит? А что ему говорит? Ему так приятно. А сам тебе пишет? А мне Гинаят 2 письма прислала, фотокарточку. Показать? Вот. Счастливая ты. Шалпан, куда ты? Эх ты! И зачем ты показала письмо? Послушай, ну что я такого сделала? Не понимаешь, да ну тебя. Куда ты полез? Горе мне с тобой. Нет, нет. Что она сказала? Ничего. Слушайте, говорят, немец к Москве подходит. Болтай зря. Ей-богу, правда. Человек из района приехал, говорит, сам слышал. Неужели правда? Это секретарь. На сына. Здравствуйте. А, почтовый работник. Заходи. Заходи. Из военкомата. Опять чужое письмо принесла? Да, теперь мне понятно, почему пишут, что грамотность населения по Советскому Союзу 99,9%. 1/10 – это ты. А мне письма нет от сына? А? Что ты? Что ты? Ну, что с тобой? Что случилось? Ничего. Голова очень закружилась. Еще бы, еще бы. Целый день бегаешь. Нагрузили женщин, как верблюдов. Ты сиди, мать. Отдыхай. Чаю попьем. Я сейчас. Я сейчас.
Нет. Я сам. Да, она что, не приходила за почтой? Нет. Но здесь, кажется, машина ихнего колхоза. Пусть привезут. На машине. И передать, чтоб без паники. Ну, скажите, что просил, военком. По делу. Вот и все. Ясно? Ясно, товарищ военком. Ступай. Папа, вас в военкомат вызывают. Что это? Солдаты берут, что ли? Папа, вы меня извините. Я тоже сумку бросала. Ничего. Что вспоминать? Пройдите во вторую комнату. Начальник, у себя. У себя, пожалуйста. А вам во вторую. Спасибо. А Рутюнян кто? Начальник у себя. Пройдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты прости, мать.
Мама. Мама, ну что ж поделаешь? Война. Надо. Если я останусь здесь, я не смогу защитить тебя, мама. Папа, а что в военкомате вам сказали? Командование прислало письмо. Поздравляют. Наградили Асана орденом. Правда? Что ты?
Правда, наградили орденом. Ой, это так хорошо. Асан первый орденоносец у нас в селе. Вот девочки будут рады. И все будут рады. Я говорила, что Асан будет первым. Всегда первым. Я пойду к девочкам расскажу. Апа. Что это, старая дура? Совсем помешалась. Иди, расскажи про Асана, про орден. Иди. Доченька, постой, иди сюда. Слушай, пойди по селу, всем скажи. Пусть включат радио, хорошие слова услышат люди. Иди. Радио, включи радио. Понял? Включи радио, я говорю. Декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударно-фланговых группировок. В результате нашего наступления эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику вооружения и неся огромные потери. Теперь уже несомненно, что хвастливый план окружения и взятия Москвы провалился с треском. Немцы здесь потерпели поражение. С 6 по 10 декабря захвачено танков 386, автомашин 4317, мотоциклов 704, орудий 305, минометов 101, пулеметов 515, автоматов 546. За этот же срок
что нашими войсками уничтожено, не считая действий авиации, танков 200 тысяч единиц. Ну почему ты так долго не пишешь? А? И там, откуда нельзя писать? Военная тайна. А ты не говори военную тайну, а просто напиши, что ты там-то и там-то, и шлешь привет. Ну, пожалуйста, Асан. Ну, Шалпан, ну что? Никто ж его мертвым не видел. Не видел. Тело-то не нашли. Ну, знаешь, как это бывает? Знаешь, ну, чужая часть подобрала. А он без памяти. Ну, вот и все. Говорят, пропал, погиб. Говорят, погиб, а он жив, понимаешь? Понимаешь, жив. Жив? Ну, да. Да, я тебе шарф поправлю. Ну, ладно, ладно. Ты иди. Спокойной ночи. Шалпан Жан. Я хочу поговорить с тобой, как с дочерью. Я виновата перед тобой. Что вы, апа? Не перебивай, мне и так нелегко. Я была бы самой счастливой свекровью. Но, видно, не судьба. Абдикерим хороший человек, друг Асана, солдат, раненый. У него сердце болит по тебе. Никто не будет любить тебя так, как он. Не говорите так. Нужно говорить. Я все вижу. И ты вдаль гляди, человек без семьи, как верблюжья колючка. Не говорите, не говорите. Абдикерим мне все сказал, все. Асан жив, он жив. Нет, девочка. Не трогайте! Не трогайте! Что мне эта бумага? Все может быть. Может быть, он в госпитале, без памяти. Может быть, он раненым в плен попал. А там сидит какой-нибудь равнодушный писаришка и пишет: пал смертью храбрых. А убитым-то его никто не видел. Не видел. А вы, стыдно, мама, посватать меня за другого. Разве я сама не могу решить, как мне жить, кого любить? А если не могу, зачем вам такая невестка? Зачем? Апа! Умница ты моя. Доченька.
ждет, ждет. Сынок, ты что? Что с тобой, сынок? Опять этот бой, черт возьми. Шолпан! Шолпан, поехали в район за ленинградцами. Детей вывезли с блокады. Ты разве не слышала? Не могу, я сегодня дежурю на ферме. А ты поменяйся с кем-нибудь. Да, сам посадил. Скоро зацветет. Ну, я поехала. За почтой, мать? Ага. Ох, и прокачу в последний раз. Почему ж последний? Мать. Иди, садись. Костыль выбросил. В военкомат едет. До свидания. До свидания, девушки. Ну, поехали. Ну, до свидания. Сынок, кто это? Вот эти? Ага. Фашисты, мать. Так, ну-ка, двое, zwei, за обедом. Oh, Kinder, es gibt was zu fressen, das ist aber fein. Verfluchte Hammer. Ich hab gedacht, dass es in Kasachstan keinen Winter gibt. Ja, Быстро, быстро, schnell. Man hat dich speziell hierher gebracht, damit du dich vom Gegenteil überzeugst. Du Idiot! Was zitterst du denn wie ein gerupftes Huhn? Ist das aber eine Schande. Jo, und schon. Meinst du, wir würden dich abküssen, ja? Die sollten aber mal auf unseren Oberdüssel so schauen. Menschenskinder mit dem, was in die Beine kriecht. Mhm.
Вы его себе взяли? Ага, ну, как и все. А мы девочку взяли. Наталья, ты хорошенькая. Пойдем покажу. Уронил, что не умеешь. А, как хорошо ты. Это ты сам? Сам. Молодец, а? На, держи. Крепче не урань. Пойдем сюда. Это у меня второй, а первый при бомбежке завалил. Бунера фашистов видел живой. Ну вот, мы и дома. Это моя сестра? Угу. Да-да, твоя сестра. Меня Сергей. А меня Шолпан. Я пойду чай поставлю. Нет, я сама. Ты его раздевай. Сергей, значит. А по-казахски будет Серхали. Сергали. Г, Серхали. Сергали. Красиво. Красиво. Валенки-то валенки. Ой, забыл. Не так. Вот так. Ну, садись. Вот. Солдат идет! Thank you.